Всем привет! Я нахожусь в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. А это видео, которое все так долго ждали, в том числе и мы, про нашу свадьбу в Лас-Вегасе. Невозможно рассказать про свадьбу и роспись, не рассказав немного про главных героев этого события. Как вы все знаете, меня зовут Илья, а мою девушку, а теперь жену, зовут Наталья. Мы из Беларуси. Мы родились там, жили и работали вместе. Мы познакомились в универе и в 2014 году начали встречаться. И мы уже 10 лет вместе. Помимо Беларуси, за последние 5 лет мы успели пожить в России, Грузии, Турции и, конечно, США. Мы хотели давно расписаться, и у нас даже были попытки это сделать в Беларуси. Но были причины, по которым мы переносили нашу свадьбу, так и не расписались. Видимо, ждали, пока приедем в Америку. И из-за того, что мы так долго вместе, мы попали в небольшую ловушку. Так как, будучи вместе так долго, мы понимали, что мы хотим что-то необычное и не банальное. И Лас-Вегас был как раз именно тем местом. Ведь это мировая столица свадеб. Да и к тому же Вегас находится в соседнем штате. И все звезды сошлись, чтобы мы наконец-то расписались. По факту для американцев это типичное дело расписаться в Лас-Вегасе, а для нас это необычное. Вот такой вот парадокс. И еще, кстати, Лас-Вегас – единственное место в мире, где можно расписаться буквально в течение одного дня. Можно даже в течение 1 часа. Грубо говоря, чисто технически, тем, у кого есть виза и они хотят расписаться, то они могут прилететь из другой страны и расписаться. И это будет гораздо быстрее, чем ждать в очереди в ЗАГСе. Итак, погнали! Подготовка и сборы. В январе мы приехали в США. В феврале мы стали задумываться о свадьбе. А в марте друзья предложили поехать на выходные в Вегас. И все складывалось так, что мы точно должны расписаться в Лас-Вегасе. Но мы осознали, что хотим не просто расписаться между делом на скорую руку, выходные. Мы хотели, чтобы у нас были наряды и обязательно кольца. Мы еще посмеялись тогда, что мы снова откладываем нашу роспись. Опять. Для себя мы решили, что кольца – важная памятная вещь, как и это видео, конечно, которую хочется забрать с собой в будущее, чтобы в далеком будущем рассказывать своим детям и внукам свою историю, показывать фото, видео и наши кольца. В марте мы искали наряды и кольца, чтобы в начале мая сыграть свадьбу, потому что у нас были длинные каникулы между учебой. Отсюда мы и начнем. Мы сейчас едем в город выбирать кольца, потому что через пару дней планируем расписаться. Вот поэтому идем полноценную подготовку к свадьбе. Поезд, на котором поедем в город. Раз, два, три. Второй этаж пойдем? Пришли в поезд. Такой вот поезд, типа местное метро. В общем, сегодня выехали пораньше. Хотим наконец найти кольца, потому что мы ищем уже день 3 примерно. Может даже больше. Дней 5, короче, ищем полноценно по всем магазинам. Но там то кольца не нравится, то цена сильно высокая. Мы сейчас поедем выбирать. Ну что, мы прибыли в центр на поезде. Поезд за мной. Буквально брали за 10 минут. Сейчас делаем пересадку на трамвай. У нас сегодня определенный план какой. Самая главная задача — это заехать за кольца. Заехать. Так вы что, будете купить? Да, купить. Сейчас надо найти, потом выбрать, потом купить. Короче, вот это все. Так, ну мы прибыли в город. Сейчас двигаемся в Сити Крик. Это как большой торговый центр в самом центре города. Он такой вытянутый. Пришли сюда выбирать кольца. Вот он такой длинный, он начинается где-то оттуда, и он дальше еще идет туда. И вот в ту сторону тоже дальше. Он такой прям это... Ой, куча зданий. Карта города 1871 года. Сейчас он уже большой.
Короче, основная задача именно здесь. Нужно найти магазин каких-то украшений. Сами кольца пойдем в другое место, которое находится чуть за городом. Хоть прогулимся тут по этому магазину. Пересекли весь торговый центр. Он туда далеко уходит. И вот двигаться вперед. Хочу показать тут с этой стороны. Прибыли в магазин украшений какой-то. Вот этот магазин. Я буквально отвлекся на пару минут, чтобы что-то сделать. Наташа что-то уже себе купила, секретное. Наташа, ты сказала, что секретное себе? Чей секрет, но нет. Такие. Блин, я думал, что секрет. Ты же сказала, что секрет. Это мы ради нее приехали? Обалдеть. Кольца, наверное, зайдем, посмотрим здесь буквально в парочку магазинов, но мне не кажется, что тут что-то найдем нормальное. Будем двигаться дальше в Fashion Place. Это какое-то место большое, которое находится за городом. Открывается около 11. Сейчас 10:30. Людей вообще ни души, вот реально. Хотя тут прям, ну, в будни, выходные очень много людей. Тоже самый-самый-самый центр. Вот. Так, ну что, мы, в принципе, купили по мелочи то, что мы хотели. Сейчас отправляемся дальше в Fashion Place. Там будем выбирать кольца. Это, по сути, наша одна из финальных покупок, потому что в целом мы уже закупились одеждой. Мы выбирали ее долго. А блюдо как несешь? Подбирали образы, купили много одежды. Мы там, короче, покупали много всего. Планируем часть вернуть, потому что мы просто покупали, чтобы померить все. Вот, но в целом уже все выбрали и наконец практически готовы. Мы уже договорились о машине, о Blue Line. Сейчас прыгаем дальше на еще на один трамвай, и минут 30 ехать, и будем на назначенном месте. Чтобы не пересаживаться на автобус. Так, ну что, мы прибыли в место скопления магазинов, где мы должны найти кольца. Какие интересные цветочки. Магазин. Красивый вид открывается на горы. Ну что, наши поиски начинаются отсюда. У нас тут намечается немного магазинов. Приблизись, куда мы едем вообще в целом. Наше место. Приехали. Мы сюда приехали. Вот нас тут буквально сколько? Раз-два места в самом магазине и еще по кругу. Два и тут. То мы были вот здесь, вот в Сити Крик, в Морган, это там капец, что нету выбора недорого, можно было сюда вот зайти в два, но мы в этот раз не зашли. Ну, как бы все, остальные разбросаны. What is that? That's amazing. Короче, кольца мне очень понравились, стоит что-то много. Будем искать что-нибудь подобное. Мы сейчас идем в другое место, вон туда. Выбора прям немного, буквально какие-то там остатки колец как будто бы, и не под наши размеры. Идем в другие магазины, чуть-чуть подальше. Мы там оставили себе недорогие такие суперстандартные. Подумываем взять нам стандартные, а Наташа взять помолочное такое красивое. Короче, гуляли по магазину одежды, и обнаружили, короче, какой-то бренд, называется Наташа. Написано Наташа. Все такое яркое какое-то. Ходили в магазинов штук 5. Нам что-то не сильно понравилось. Понравилось одно кольцо, помолочное. Пока не решились его брать, продолжаем искать для свадьбы, потому что нет ничего такого интересного для свадьбы. Или же они все под заказ, и там какие-то остатки. Короче, видимо, люди заранее все закупаются этими кольцами, заранее делают заказы и только потом забирают. Каждый раз, когда мы говорим людям, что свадьба, условно говоря, там через 4 дня, то они прям, короче, честно, очень в шоке. Мягко говоря, да, они типа, вау, типа, чё? У них, наверное, тут принято за полгода там может это все делать, поэтому они так не торопятся. А когда им говоришь такое, они такие, вау. У нас пока чуть энергия подупала, потому что, с одной стороны, хочется что-то красивое, но с другой стороны, хочется что-то недорогое. В моменте мы настолько устали,
что на мгновение даже решили посмотреть и может даже купить бутафорские кольца за 10 баксов, чтобы взять их с собой на роспись, которая должна быть через пару дней, а после вернуться и заказать уже нормальные кольца. Я считаю, что нас можно немножко поздравить, потому что мы немножко пришли к какому-то решению. Текущий статус таков, что мы, короче, ходили тут уже около 5 часов, и мы что решили? Мы хотим, чтобы кольца были все-таки нормальные на нашей росписи. Но мы не можем найти здесь колец нормальных, потому что все кольца делаются под заказ. Я не знаю, как у нас конкретно, в Беларуси, например, но тут в магазины приходим, и там говорят форму, толщину, ширину, сечение какое должно быть, что вы хотите. То есть тут столько вариантов, видимо, люди настолько это часто покупают, и люди хотят настолько разные, что не могут произвести все варианты возможные. Поэтому тут все на заказ. И что это значит? Мы решили, что, опять же, это на текущий момент, может быть, мы перенесем нашу свадьбу. Ну как, у нас как бы ничего и нету, но наши ментальные даты мы перенесем на попозже. Сейчас закажем себе кольца, которые мы хотим. Прям реально, которые мне даже понравились. Я вообще, когда я начинал, я скептично настроен был, потому что эти кольца, если честно, не нравятся. Но тут как бы кольцо, которое мне в целом мне понравилось. И может быть, сейчас, если точно нам понравится, мы купим Наташе кольцо помолочное, которое мы должны были давно купить. И вот наконец-то мы его купим. Сейчас посмотрим, как все изменится через 5 минут, потому что еще 5 минут назад мы собирались ехать. Не знаю, может быть, даже до сих пор еще поедем. Короче, посмотрим. Единственный магазин, где мы что-то нашли интересное вообще в целом. И здесь мы будем заказывать наши золотые колечки, как это посередине. Совершаем покупку века. Продемонстрирую просто пока. Еще не наши, но почти. Красиво блестит. Я считаю, что это круто. Предположительно, будут такие колечки. Yes, Perfect. Where's your happy face? Where's your happy face? Как-то так что я думаю, что можно официально сказать, что наша свадьба переносится. Ну что, в итоге, мы с Наташей наконец-то купили кольца. Мы об этом давно хотели. Обещанное колечко на помолвку мы купили тоже. Мы купили. Красивое. Оно Бриллиантовые. бриллиантовое с натуральным бриллиантом. Да. Да, наконец-то мы это сделали. Я очень рад сам, на самом деле, потому что тоже для меня такая большая ответственность. Мы это сделали вместе. Мы смогли. Вообще неожиданно, я вообще не планировала его найти. Да? Не получилось. Это вообще классно сейчас. Мне кажется, цена отличная, потому что мы видели гораздо дороже. Мы просто обходили и мы понимаем, что действительно нет такого хорошего колечка, которое тоже очень мне прям, вот прям, знаешь, оно блестит полностью. Потому что там было, оно не все полностью блестело. Оно такое большое, красивое на самом деле. Прикольно, что будет несколько раз спросить, it's final price, it's final price. Да. Are you sure it's final price? Блин, я просто надеюсь, что мы такие встанем, и она такая, ладно. Ладно, еще 50%. Еще 50%, типа, да. Нам все объяснили, мы нам спросили, толсто, тонко, как оно будет. Да, толсто, какой тонко. размер, она показала. Нам объяснили, что это настоящие даймонды, то есть есть типа выращенные в лаборатории, они тоже много стоят, но есть те, которые натуральные. И вот мы взяли натуральные, ну, как бы мы хотели натуральные. Данный план точно подтверждает, что мы переносим нашу свадьбу, переносим на попозже, это тоже хорошо, потому что мы успеем чуть морально подготовиться, мы не будем в бегах. Значит, нужно сейчас решить дела с колледжем. Поэтому считаю, что все отлично складывается. У нас примерно дата на 19, да, по-моему, понедельник. 19-20 примерно вот у нас будет все это состоится. Отправляйся домой. Сегодня... Нет! Массаж 15 минут. Пошли вдвоем. Я не буду. A few moments later. Отдыхай, человек. Просто человек отдыхает. Если что, прайс, если кому интересно, то прайс вот такой вот. Oh my God! Потиху делают. Произошло что-то невероятное, и мы, короче, зашли в магазин. Удивились, потому что мы там встретили женщину из Беларуси. Более того, она из Гомельской области. Более того, она даже часть времени, последнее время, когда жила, она жила в Гомеле. Короче, это просто невероятно. Вот мы тут 3 месяца, мы сколько тут двигались, мы еще практически не встречали белорусов. Но вот тут прям балдел. И обычно встречаем, то это люди из Минска. Вот, а сегодня прям, мы так немножко пообщались, было приятно, прикольно.
Вот она так говорит с таким уже немножко даже жестким акцентом. Ну, короче, очень прикольно. Зашел тут в Лего посмотреть, что тут есть. Бэтмен. Короче, все по Мстителям. Да, это клево. Марио есть. Наташа до сих пор пока мнут. Вот так вот прям. Сегодня целый день провели дороги. Целый день. Cool? Окей. Только в Юте можно выходить из торгового центра с крутыми видами на горы. Прям очень хорошо. В общем, как-то все. Добрались до станции. Подустал немножко, конечно, за целый день. Находили около 13 тысяч шагов. Ну что, какой итог дня? А еще раз повторю, что, короче, свадьбу мы переносим на число, наверное, 20 примерно, к концу мая. Мы наконец-то купили кольца. Это была прям очень супер важная задача. И вот из-за колец все как-то немножко переменилось. У нас примерно статус такой, что сегодня 8 мая, вот, и мы, в принципе, закупили все одежды, которые мы хотели. Примерно накинули план действий на наше путешествие. Чуть попозже про это расскажу. Вот, и в данный момент сейчас буду надевать всякие костюмы, чтобы понять, какой облик наиболее лучше подойдет мне. Так, у нас вот есть вот таких 3 пакета одежды. Вот, так что сейчас буду все это мерить. Из этих всех 3 пакетов мы набрали очень много рубашек, несколько брюк, всякой всячины, и вот это все мы будем возвращать то, что нам не подошло. Мы решили действовать по такой схеме, потому что в магазине очень сложно что-то найти, то, что прям хочется, потому что с одного магазина там брюки, с другого магазина рубашка, и из-за этого сейчас будем выбирать то, что нам понравилось. И потом будем ездить по магазинам и все это развозить. Вот. До свадьбы мы предположительно будем расписываться 21-го, сейчас 8-е, так что время в принципе есть. Кольца наши в процессе изготовления. Поэтому дождемся колец и все. И погоним примерно после там около 20-х чисел. Так что сейчас буду мериться. Всем привет! В общем, статус такой. Сегодня прошло почти 2,5 недели с момента, когда мы заказывали кольца. Они должны были быть готовы сегодня. Но я позвонил сегодня в компанию, в которую мы должны были ехать, чтобы получить наши кольца. Но они, короче, еще не готовы. Меня это немножко напрягло и испугало, потому что пока не понимаю, что делать. Если вдруг кольца еще не будут готовы, то что типа делать, короче. В данный момент едем мы забирать машину, потому что мы планировали в целом завтра выезжать. Машину возьмем в любом случае, потому что, может быть, все-таки будут кольца готовы. Но если нет, то просто неделю в колледж поездим на машине. Вот, и потом будем выезжать. Но пока ситуация примерно такая. Вот сейчас стоим на остановке, я проверяю автобус и ждем, чтобы ехать в город за машиной. Мы пока ничего не забронировали, у нас ничего не забронено, потому что все... Короче, то, что нам нравится, оно супер дорого там. Вот, поэтому смотрим, что нам примерно по цене подходит. Вот, а следующее мы, как только мы выберем все. А заберем ли мы кольца или снова придется перенести свадьбу, узнаете в следующей части нашего приключения.